Всем привет, меня зовут София, и я американка. Недавно в университете, где я работаю, было мероприятие. На работе я очень послушная и делаю то, что меня просят. В этот раз мы с студенткой работали в гардеробе. Это был мой первый раз на той стороне гардероба, и я вспомнила истории о России. I have irrationally strong opinions about the following topic. Есть разные стереотипы о России, но самый популярный, наверное, что там нереально холодно. Да, Россия очень большая страна. Мы не думаем, что везде ужасная зима. В Краснодаре сейчас 5 градусов, молодец. По-английски мы говорим I'm chilled to the bone, которое значит я промерзла до костей. И со всей справедливостью в Питере у меня не было нормального пальто до января. И я узнала значение этой фразы в прямом смысле. Я хорошо понимаю, что там холодно. Но в сентябре вы отдаваете своих детей в детских зимних комбинезонах. Снега нет, даже не осень. До того, что я видела это сумасшествие, я думала, что русские крепче нас во всех экстремах. Но если с детства в сентябре вам холодно, как вы проживаете зиму? И у вас крещенские купания. At least be consistent. В Питере я переехала в другой дом несколько раз. Один раз там была консьержка, которая никогда не говорила со мной ни одного слова. Консьержка практически жила в своей клетке. Я не знаю, как это называется. Это как консьерж-домик. Whatever. Клетка. Один день, почти весна, я опаздывала на уроки, у меня была куртка. Мы никогда не говорили, но в этот день, когда она увидела меня, она вышла в коридор и отказывалась отпустить меня на улицу в таком виде. Она потребовала... Придут бобры, сыры боры, бобры храбры, а драба брат добры. Все бобры добры, дра всех бобрят. Она потребовала. Она потребовала. I can do it twice. Она потребовала, чтобы я вернулась и надела шарф и шапку, как минимум. Ее голос был строгим и ругательным, а я старалась объяснить, что все хорошо, мне удобно, я спешу, я живу на последнем этаже, лифт слишком медленно, времени нету. В общем, нет, спасибо. Ей наплевать. Я поняла, что это безнадежная борьба, и надо делать то, что меня просила, если я вообще хочу увидеть солнце. Дубль 2. У меня шарф, у меня шапка, у меня перчатки. That should be worth two. И у нее совсем другой тон. Теперь я ее зайчик, ее хорошенькая, милая птичка, солнышко. Послушная. Я послушная. Тоже бывало, что старые бабушки на улицах меня ругали, потому что пальто нет, и я простужусь, или умру, или хуже. У меня детей не будут. That is not even how the human body works. Я хотела им сказать, при всем уважении, я как-то пережила 21 зима без вас. Спасибо, но я справлюсь. Вы знаете, что мы делаем в США? Мы знаем, что каждый человек разный. Если ему холодно, он носит пальто. Если ему не холодно, он не носит пальто. Он взрослый человек. Сам знает. Не наше дело. Which brings me to my next point. Вам важно не только, как люди одеваются на улицах, но даже внутри зданий нет покоя. В Питере батареи нашего университета были сломаны, и отопления не было. Даже когда было отопление, иногда в музее или на мероприятии мне все равно было холодно. Проблема. В России вы думаете, что плохие манеры носить пальто в помешании. Why do you care? Это диктатура бабушек. Кто обидится? Мне холодно. Мы не двигаемся, и эта опера длится 3 часа. Но я мелочный человек, и иногда я делала то, что нельзя делать. Когда мне было скучно, иногда я делала безобидные вещи только лишь для того, чтобы побесить людей.
Мне интересно, what's the worst that could happen? Один раз я прошла в театр мимо гардероба, не раздаваясь. И когда меня увидела билетерша, она пришла в ужас от того, что на мне было пальто. Lady was mad. Манеры служат внешней оболочкой человека. Они показывают его вкусы, его чувства, культурный уровень, а также то общество, в котором он привык вращаться. Хорошие манеры – это сдержанность и доброжелательность, внимание к людям, деликатность, опрятность. А я там. Get some of this! What you gonna do now? No! I'm wearing my coat inside! Doing what I want. Can't touch this. Dun, 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 dun. Ba, ba, dun. Can't touch this. What do you think? Too much? Not enough? Too much. Я знаю. София, зря ты такая. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал и кнопочка лайк внизу. Может быть, я хулиганка, но и у меня чувства есть. Ну все. Спасибо и до встречи.